Значится так. Юрий The Professional. Ой, вот так вот. Значит так, Юрий The Professional. Очередной видеоролик от него. Гонки с горы без двигателей в Эквадоре. Хочу в Эквадор. Это там, где... Я так и продолжу петь, если ты лайк не поставишь. Я тебе честно говорю, я же могу. Да. Так что не забудь лайк поставить, подписаться, а мы посмотрим на гонки с горы без двигателя. Кстати, не забудь тоже на телеграм-канал подписаться, Hard Inside. Знаешь, как выглядит? Скажу. Ладно, не скажу. Смотри. Оп. И инстакарточка, я сейчас спортом там занимаюсь. Да. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Все, поехали. И зрители, гонка без двигателей. Ребята развивают гигантскую скорость при спуске с огромной Что движет этими людьми? Просто что? горы и въезжают в город. Это традиционное соревнование в Эквадоре. Называется спуск на деревянных машинках. Слева пассажир бьет гонщика. Давай быстрее, говорит. Шевелись. Да как я тебе быстрее-то поеду? Быстрее! Раньше это были соревнования на деревянных самодельных машинках. Сейчас же технологии Эквадора достигли такого уровня, что это некие сварные металлические конструкции. Каждая пара произвела свой болид. Ребята слева пытаются раскачкой добавить скорости, но я почитал комментарии ученых, и они говорят, что так, лишнее трение об воздух. Вот ребята справа лаймовые едут правильнее, аэродинамичнее. Мы едем с парой красных братьев. Спереди мы видим пилота Марка Зумба и снимает его копилот Цезарь Зумба. Внимание, справа ребята рулят веревкой. И вот правильная пригнутая аэродинамика побеждает. Нам предстоит проехать 15 километров до финиша и въехать в город Пифо. Слушайте, ну это кайф. Рядом со столицей. Отвечаю, это кайф. Это вот так вот, прикинь, проехаться. Я бы так хотел, кстати. Вот честно, вот я бы так хотел. Не, ну согласись, это вообще пушка-гонка. Некая элитная категория. Традиционная, видимо, с классическими деревянными машинками, а также с накачанными шинами. Интересно, мы какая едем скорость? в категории накачанных шин. Чтобы принять участие, женщины платят $5, а мужчины $10. И те, кто занимает первые места в своих категориях, получают этот собранный призовой фонд с билетов. Марко быстро обогнал тех ребят с веревками вместо руля. Но на этом преимущество аэродинамики закончилось. Сейчас нужны пара мастерски пройденных поворотов по более оптимальным траекториям, чтобы вырваться вперед. Может быть, во второй части гонки в городе возникнут непредвиденные препятствия, что затормозят идущих спереди гонщиков. Сейчас после поворота направо нас ждет довольно резкий налево. Многое зависит от того, как с ним справятся гонщики спереди и наши братья Марко и Цезарь Зумба. По идее, наиболее эффективно будет внутренняя траектория. Начинает Марко заворачивать. Ох, на кого там заносит, там может быть авария сейчас. Двоих занесло. Ну все, пока они там будут колеса опять раскручивать, разгоняться. Еще один поворот резкий теперь направо. Нужно держаться как можно ближе к центру. Спереди копилот откинулся назад для лучшей скорости. Показывает рукой что-то, включается дорожная ярость. Жалко, что мы не видим положение Сезара. Не можем с научной точки зрения, так сказать, покритиковать Сейчас скажу одну вещь. Машинисты на месте! Ха! его аэродинамику. И эти два резких поворота пошли на пользу нашим братьям Зумба. Слева недавно поставили решетки, чтобы наши гонщики не вылетали на гигантских скоростях там в обрыв. Гонщикам-то весело, они вылетают, помирают там, а вот налоги с них уже не собрать. Марко пытается повторять траекторию гонщика перед ним, чтобы использовать слипстрим, уменьшить трение воздуха для себя. Воздух за гонщиком впереди завихрен, не стоит на месте. Ну сколько он едет, как ты думаешь? Ну 100 они валят. Не-не, это 90-100 они едут. Замотанный. Как думаешь, напиши тоже в комментариях, это реально интересно. Пит-стоп, в котором, судя по вывескам, торгуют приманкой для рыбы, поношенной обувью, есть ресторан и даже мини-отель для развития местного туризма. На холмике стоят фанаты, они пришли поболеть за своих гонщиков. Также на протяжении трассы дежурят силы национальной полиции и Красного Креста. Для обычных водителей дороги закрыты на время гонки. Видимо, та тряска, что мы видели, трение об какие-то неровности дороги, очень сильно отдалили наших братьев Зумба от остальных участников. Но скоро здесь будет довольно медленный промежуток. Слушай, ну это опасно, ты представляешь, перевернуться? Они же вообще, у них ни руки, ни плечи, ничего ничем не защищено. Это очень опасно, это прям забей. В аэродинамике. Он сказал Сезару, возможно, говорит, включай нитро. Сезар открывает консервированный гороховый суп. О, пошло! Какие же классные мероприятия в Эквадоре!
Жалко, что в них поучаствовать нужно довольно далеко лететь. Машины едут. Блин, что? Машины, прикинь, встречка. А ты сплошная, пригорок. Яха! Шанс занять лидирующие позиции. Редкий момент, когда мы видим шлем Сезара, он тоже раскачивается. Наши обгоняют тех, кто раскачивались вдвоем, вместо того, чтобы принять аэродинамические позы. Вообще-то. Я надеюсь, в комментариях найдутся знатоки науки, которые пояснят, имеет ли это смысл или нет. Также очень интересно было бы узнать, есть ли что-то подобное поближе к нам. Потому что так скатиться очень хотелось бы, но до Южной Америки действительно далеко и дорого. Шлема Сезара мы не видим, возможно, он перестал раскачиваться, и сейчас братья Зумба как будто бы постепенно нагоняют лидеров. Сместиться бы ему левее, чтобы этот поворот был пройден по более короткой траектории. Он садится как будто с джойстиком перед приставкой, дескать, все, теперь все серьезно. Но это явно не может пойти на пользу их скорости. Я не пойму, там типы что, нитро, что ли, включили? Или у них этот какой-то двигатель есть? И прям резко стали удаляться. Мощный воздушный поток сносит его обратно. Так сидеть неудобно, но приходится. И эти телодвижения Марко стоили им довольно большого расстояния до передних гонщиков. Возможно, им запрещено выезжать на левую полосу. Она зарезервирована для скорой, для полиции. Как было бы приятно каждый день так ездить на работу. С ветерком. Я думаю, если в моем городе такие соревнования проходили, у меня ям столько. Лежак, яма, знаешь, еще этот лежак, в который по колено. Я думаю, просто надо было, суть это просто доехать. А куда уже не важно, просто куда-нибудь. На этот раз все серьезно! Сезар, маши руками! Быстрее! Используй все трюки, что знаешь. Справа проезжаем хороший забор и богатый въезд на, видимо, на чью-то частную горную резиденцию. Слева пункт контроля и кафе для зрителей. Марко показывает, что с ним все в порядке. К сожалению, мы не видим Чезаро Сезара. Возможно, он уже свалился с конструкции, поэтому нам так не хватает скорости, чтобы догнать впереди идущих гонщиков. Марко оглядывается, сейчас будет производить маневр направо. Постройки становятся все чаще, мы все ближе к городу Пифо, в котором, кстати, гонка не заканчивается. И некоторые промежутки будут, я всерьез говорю, преодолены на ногах, как на скейтборде. Придется ногами себе помогать, толкать эту машинку. Сезар, видимо, опомнился, начинает гипервентиляцию, дуть назад. Скорость увеличивается. Вы только представьте, какой кайф на открытой конструкции так вот настолько долго съезжать с горы. С выходом этого видео у компании, которая предоставляет такие услуги недалеко. Я один вижу на спине. Может, конечно, мне что-то напоминает, да, но... Обгоняют! Второй пилот там аж искривился как! Использовал свой вес для более быстрого поворота! Марко поглядывает назад. Что ж ты-то, Сезар, так не сделал? Ну ты ж знаешь, что у меня больная спина. У тебя будет, говорит, больная спина. Но это не те, которые веревками рулят. Эти на каком-то более высокотехнологичном болиде. Кстати, там можно было рассмотреть, что они в неких жилетах. Возможно, с использованием утяжелителей. Интересно, если на себя надеть большой вес, увеличит ли это твою скорость при спуске? По идее, да. Ну что же, мы въезжаем в город. Кстати, если этот маршрут проследить по Google Maps, то еще 5 лет назад не... В чате пишут, а это не опасно? Машины не смущают? Ну нет, конечно. Конечно нет, опасность это... Узнавать, сколько очков дают за этих людей. Трассу-то отремонтировали, а вот внутри города... Дороги будут разного качества, в том числе и мощенные дороги, где тряска будет. Мощно. Надеюсь, братья Зумба не сильно оценили свои ноги. Ведь сейчас будет тот отрезок трассы, где нужно вручную, в ножную протащить свой болид. И сделать это, конечно, как можно быстрее. Марко подает Сезару знак. Пора. Ой, как будто долго готовятся. Ребята спереди убежали уже. Он зачем-то вставляет палки себе в колеса. Это какая-то эквадорская традиция, о которой мы не знаем. Хотя, я думаю, знаем. Спереди вроде виднеется не одна команда, а даже 2 или 3. Догоняем все-таки постепенно. А палка, естественно, нужна для того, чтобы использовать обе руки при толкании транспорта. Так, Марко уже немного подустал. Говорит Сезар, давай, как-то поживее уже. Ты не видишь, что ли, спереди никого нет? Собака караулит. Ей иногда перепадают гонщики, выпавшие со своих болидов из-за солнечного удара. Ну что, опять пошли скорости? Мы с горной стадии переходим. Ты прикинь, по брусчатке, слышь?
точно у нас едут в Москве. Этого багги. Ему, кстати, большое спасибо. Именно он разрешил мне использовать это видео. Адская тряска, хороший массаж. Сейчас чуть не слетел. Такая тряска улучшает кровообращение. Это важно для тех, кто много сидит. Въезжаем в туннель. Справа сейчас будет магазинчик Диегуито. Молоко, сыр, товар для школьников. Справа кто-то ловит машину. В этом же квартале находится мини-отель под названием Компра де Барегас, что значит покупка овец. В целом мы находимся в дальних пригородах столицы Эквадора. Дорога немного отличается от основной горной трассы, зато так подпрыгивать веселее. Ехать по городу остается уже немного. Скорость пока есть. Обгонять такие гигантские колеса! Гоночные! Как же он хорошо и быстро устремляется вперед, а? Может, едет по более ровной части дороги тогда, как Марко все ямы собирает? Они обгоняют без шансов вообще. Ни слипстрим, ничего не помогает. Мы тем временем проезжаем владение конюшни Германо Суарес. Братья Суарес держат лошадей и катают на них детишек. $10 за час, плюс еще дают что-то пожевать, бутербродик и напиток. Резкий поворот направо, посмотрим, как Марко с ним справится. Проходит по хорошей короткой траектории. Здесь как будто дорога получше, она уже не мощеная. Асфальт. Справа сейчас будет бутик от Дэнни с плохими отзывами на гугле. 1 звезда из 5. Вон он справа. Вот эта дверь. Марко оборачивается в неудачный момент. Как тогда в кинотеатре. Чезар понимает, что движения неделикатные. Прекращает. Я повторюсь, что судя по научным комментариям под этим видео, такие движения скорости никакой не дают. Только при старте с нуля помогают сдвинуться с места. Чезар зубы начинает напевать, перемен требует наши сердца, Марко танцует. Но его брат не знает, как там дальше, поэтому что ты прекратил-то? Да я не знаю, говорит, как дальше. Спереди соперники обгоняют ребенка на колесном велосипедике. Слева сейчас было кафе «Герань и Лимон», где есть бизнес-ланчи, но цены на сайте не указаны. Надо звонить. Мальчик на велосипедике тоже участвует в гонке, молодец. То, как он крутит педали, наводит Марко на мысли. Что ж мы так медленно едем-то, Сезар? Погодите. Сезар выпал, что ли? Давно его нет в кадре. Марко решает поработать ногами хоть как-то ускориться. Проезжаем магазин Камиенцо. Переводится как старт. Продажа электроники и ремонт телефонов. Чезар Зумба, видимо, за кадром толкает болид вперед. Переходим на мясную тягу. Спереди слева виднеется желтый торговый центр. На первом этаже там можно купить мороженое. Справа люди на остановке ждут автобуса, но дороги закрыты, потому что гонка. До работы не доехать. Справа красные стены, въезд на сервис и автомойку. Такое ощущение, что братья Зумбы уже в гору поднимаются. Настолько они замедлились, но сейчас, видимо, начинается спуск. Ну давай, хоть немножко-то давай скорости! Какой же унылый медленный этап! Марко берет палку, сейчас будет бить по прохожим. Справа фиолетовая вывеска «Спады Униас». Спа для ногтей. Нет времени, Цезар! Едем дальше. Ведь действительно, если жить в горах, а на работу ездить в Пифа, можно очень хорошо сэкономить на бензине. Правда, да, как обратно забираться, об этом я забыл. Быстрее давай, больше скорости дай! Толпа болельщиков собралась в начале финальной, финишной прямой, которая с горки. То есть, наконец-то, мы увидим опять скорость. Цезар сел, что-то опять решил встать, поправить штаны, что ли? Марко решает подавить немножечко пальцев. От него скользает, он смотрит, кто это там такой, Чезар? Ну-ка, сходи, разберись. Да, Марк, сейчас разберемся. И опять Цезар встает. Видимо, для того, чтобы было больше трения об воздух, да? Чтобы скорость была ниже, да? Сейчас, дорогие зрители, смотрите внимательно. Справа дяденька будет хлопать, а потом очень быстро покажет фак. Оп! Марко Зумба ему чем-то насолил. Их обгоняют те самые лимонники лаймовые, которые в самом начале гонки еще на горе были обогнаны. Марко говорит: так, Цезар, все, давай вперед. Я буду задавать ускорение, наконец. Мы впервые видим Цезара Зумба. Он в ветровке GoPro и своих замечательных голубых перчатках. Марко использует какие-то свои стратегии ускорения. И вроде бы да, вроде бы видно, как у них не получается догнать лаймовых лимонников. Возможно, они поменялись местами, потому что Сезар устал. Даже открыл забрало шлема, чтобы отдышаться. Но, по крайней мере, позади должны были остаться те, которые рулили веревкой. Вон, Сезар, вы его видели? Горка вроде крутит, пора переходить к аэродинамике. Молодой человек
Тупо тролль на велосипеде просто. Просто вообще без слов, без комментариев. На велосипеде как будто издевается над братьями Зумба. Закрывается обратно шлема! Значит, сейчас будет скоростной участок. Первая цель — догнать этого выскочку на велосипеде. Марко уже готовится напрыгнуть на него. Ладно, парню повезло, сейчас резкий поворот налево переносит массу левее. Сезар мог бы отклониться немного назад, но, видимо, напряжен, ему не до этого. Впереди уже финиш, машут неким флагом, но это не флаг Эквадора. Заворачивает на парковку рядом с приходским футбольным стадионом имени Уго Монтильи. Братья Марко и Цезарь Зумба. Гонка в 15 километров пройдена примерно за 14 минут в категории Офигеть. накачанных шин. Дорогие зрители, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вам здоровья, добра, любви, процветания. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Будем ждать новых видосов. Спасибо, бро. Ссылка на него оставлю внизу в комментарии.